Дорогие друзья, всех приветствую, всем ассаламу алейкум, с вами я, Мухаммад Муртузалиев. Сегодняшний выпуск пройдет в новом для меня формате travel влога. Я вас очень прошу поддержать меня в этом начинании, ведь если это видео наберет хороший актив, то у меня будет мотивация снимать дальше свои путешествия. Поэтому, друзья, с вас лайк и комментарий. Усаживайтесь на свои диваны поудобнее и желаю вам приятного просмотра. Так, первое впечатление о бургерной. Очень необычный формат. У нас такого я не видел. Ну, по крайней мере, в нашей республике. В таком веселом формате бургерной у нас нету. Персонал очень приветливый, улыбчивый. Сразу такой, они к себе так хорошо располагают. И все, первые впечатления такие. Ну и вид, конечно, да? Как вам вид? Получается, нам дали вот такую кнопку, она запиликала, значит, наш заказ готов. За вот такую картошку фри с сыром и 4 вот таких маленьких бургера и 2 кока-колы мы отдали 159 дирхам. Ну что, пробуем? Сыр моцарелла, тонкая котлета. Чувствуется здесь грибы, какой-то соус из трюфеля, но вряд ли это сам трюфель, соус прям, чувствуется соус. Булочка очень мягкая, похожа на булочку из Макдональдса, только тоньше. Вкусно. Так, тоже сделаем. Пробуем картошку фри. Картошка фри очень вкусная. Так. Очень вкусная. Честно, таких бургеров я не ел. Но на вопрос, смог бы я вот точно такие же приготовить, я думаю, да, вообще без проблем. Потому что тут нет вообще абсолютно ничего сверхъестественного. Очень выглядят просто и вкусно. Все гениальное просто так же было, да? Правильно? Давайте откроем, посмотрим, что здесь. Вот такая вот булочка. Гриб. Похож на белый гриб. Так, и все. В общем, на вопрос, вкусно? Да, очень вкусно, достойно. На вопрос, такими маленькими 2 бургерами и картошкой фри наелся ли я? Честно сказать, да, очень даже наелся. Я не знаю, у каждого какой аппетит, кто сколько ест, но мне вполне хватило этой порции картошки фри и 2 этих маленьких бургеров. И по классике все запить кока-колой. Ну, мы пойдем гулять дальше. К слову, сейчас 8 вечера и на улице 35 градусов по Цельсию. Ветерок, ну не сказать, что прям так душно, жарко, но почему-то, может, я хорошо переношу такой градус. Мне комфортно. Ну, днем, я думаю, когда солнце в зените, выходить и гулять тут не получится. В вечернее время через каждые 30 минут включается фонтан,
И люди вот так толпятся, хотят, каждый хочет поближе подойти к фонтану, чтобы полностью насладиться этой красотой, посмотреть. Очень большая там толпа образовывается прямо у перил к фонтану. Друзья, вот мы переместились в следующий день. Сегодня весь день провел в отеле, потому что у нас был пост и не хотелось выходить в эту жару. Сейчас время делать ифтар. Приехали в одно заведение. Очень интересное заведение, мне его порекомендовали. И сейчас я вам все покажу и будем дегустировать. В общем, за двоих у нас вышло 156 дирхам. Набрал разные виды курицы. Будем все пробовать и дегустировать. Это то, что мы можем сами приготовить, получается. Друзья, мы очень сильно голодные. Мы набрали много всего, понемногу. И все будем сейчас пробовать. Тут у нас и свежие морепродукты. Я взял попробовать немного роллов. Интересно сравнить с нашими в М-Токио, которые. Это у нас говядина, нарезанная слайсом. Мы ее будем с вами жарить здесь. Арбуз с того года еще не кушал, получается. Так, тут у нас рыба и курица в кляре, приготовлена в стиле KFC. Это их там фалафель, рисовая булочка вот такая приготовленная. И еще я взял вот сыр тофу, курица, рыба и кальмар, чтобы тоже пожарить, попробовать это все приготовить самому здесь. А эти морепродукты мы отправим вот так вариться. Очень шумное заведение, много людей, все шумят. Я заметил, в заведении очень много азиатов. И они так ловко собирают ингредиенты и готовят это все вот как в супе. Я подглядывал, как они это делают. Очень быстро, очень, вот прям они знают, что куда и зачем добавлять, какие специи. И на вид получается у них очень даже аппетитно. Да. Thank you. Они вот так, официанты вот так подходят и забирают тарелки, уже использованные тарелки, всю грязную посуду. В общем, мы очень вкусно поели, наелись, попробовали всякое разного. И вот здесь вот такая вот надпись есть, посмотрите, пожалуйста. В общем, друзья, обязательно приходите сюда очень голодными. Все необходимое тут есть для приготовления каких-то азиатских супчиков или же блюд. Так что заранее смотрите рецепты, приходите сюда, я рекомендую. Тут даже кока-кола есть на выбор без сахара.
Сейчас здесь 40 градусов жары. У меня телефон вырубился от того, что перегрелся. И мы стоим, ждем сейчас, пока приедет джип, чтобы покататься по пустыне, по дюнам, по этим всем барханам. На вопрос, стоит ли сюда приезжать, я думаю, что да, потому что локация интересная, колоритная, необычная. Так что приехать, посмотреть, там, погулять, я думаю, стоит. Водитель сейчас говорит, что мы будем ехать быстро. Держитесь, говорит, за ручки. Смотрю, а у меня ручки нет. Что, будем держаться за то, что найдем. شفت بعيني يا حبيبي معاك الدنيا دي وخدني هواك. Это водитель спускает по крышке, чтобы колеса не застревали в песке. Пока разминается, как я понял. И тут, знаете, джипов где-то 7-8. И все они катают туристов. Мы последние в очереди, и наш шофер подгоняет всех остальных, сигналит, показывает жесты, мол, давайте быстрее. Да он спешит, не знаю. Ты куда-то спешишь? А нет. كون وياك ولقيت حبيبي حياتي معاك واكتر من اللي انا بتمناه. Нет, я понимаю, когда многие из нас по городу ездят и телефон держат в руке. Это плохая привычка. Советую всем от нее избавиться. Но когда ты по дюнам шпаришь и отвлекаешься на телефон, это очень сильно. Он больше в телефон смотрит, чем на дорогу. Такое впечатление у меня. Все мы вот так едем, катаемся, музыка, все играет. Такая дерзкая, агрессивная езда. Все это напоминает кавказскую такую свадьбу, когда едут за невестой или в банкетный зал. Только у нас локация пустыня. Друзья, не знаю, как получится это видео на монтаже, так как мы не взяли, к сожалению, с собой стабилизатор из-за того, что боялись запретов на съемку в Дубае. Но, как выяснилось по итогу, 80% информации, которые говорят, это запрет, то запрет, это фейк, по факту тут разрешают многое. Сейчас мы остановились на дюнах, чтобы пофоткаться. Это наш водитель. Салам алейкум. Поездка в прямом смысле, во всех смыслах получается очень потная. Сейчас поедем на свой кемп и покатаемся на баги. Let's go! Перфект. Вот сейчас наш водитель сказал, что идеально завяжет мне аватарку. Арафатку. Я думаю, у него это уверенно получилось. Thank you, my brother. Let's go. Прикольно, честно говоря, кататься на верблюде. Перед тем, как нас посадят за руль баги, попросили заполнить анкету, имя, фамилия и, в принципе, когда уезжаем и место, где проживаем.
drifting or overtakes, okay? Drift is zigzag, not allowed. Huh? Only one line? Yes, just straight, only one line. Sometimes your guide do like that, he asks you to go more fast, like that, slow down, and stop. It's okay? Честно сказать, впервые катаюсь на баги. Это наш гид, который ехал впереди нас на своем квадроцикле. И я вам скажу, он больше смотрел назад, нежели вперед. Максимально они аккуратно так относятся к этим баги, либо к туристам. Это я точно не понял, за что они переживают больше, за свои баги или же за туристов. Но я думаю, случаи были, когда ребята здесь переворачивались, и из-за этого, скорее всего, вот такое пристальное внимание. Через каждые там пару минут он мог останавливаться и говорить нам please, no drift, аккуратно. То есть он вообще не хотел даже, чтобы мы с дороги съезжали. И вот каждые там секунд 10-5 он так оглядывался и смотрел, все ли в порядке. Окей? Окей, let's go? А дрифт? Там дорога дальняя, дорога дальняя. Я приду, но там дорога дальняя, дорога дальняя, дорога дальняя. Я приду, но там дорога дальняя, дорога дальняя. Придется подождать меня. Приду, но там дорога дальняя, дорога дальняя, дорога дальняя. Thank you. Бросил как, бросил ее, любя и предав. Теперь только я и полный зал. С нами Господь и Golden Sound. Дальний слепит, ближний со мной. Вряд ли ищем покой, когда на небе одной ногой. Когда не звучит я тур откатал, устал, но еще не все. Просто no drift и все будет в порядке. В общем, друзья, уже наступил вечер. Мы от всей души покатались. Это была поездка очень увлекательная. Мне очень понравилось. Хоть нам и не пускали нормально похасанить, подрифтовать, все время нас жестко прям так контролировали, как за маленькими детьми. Ну, наверное, боялись, что с нами что-то случится. Сейчас мы приехали в кемп и будем кушать, ужинать. Ужин включен в этот тур. So, thank you. Так, помните, недавно здесь готовили шашлыки? Сейчас нам их уже приготовили и подают. Thank you. Two. Thank you. Thank you. Мясо надо брать побольше, потому что белок нам нужен для роста мышц.
Все, спасибо. Спасибо. Так, тут две зоны, друзья. Там зона с кальяном. Он тоже входит в поездку. Но так как мы не курим, мы пойдем в семейную зону и спокойно покушаем без дыма. Кстати, и вам не советую курить. Очень замечательный день был. Пока поездкой очень доволен. Сейчас вот такая вот атмосферная обстановка, такой прям арабский вечер, колоритно все так. И приятного аппетита мне. Арабы очень любят добавлять много специй в свою еду. Вообще, восточная кухня, она любит специи, изобилие вообще специй разных. Поэтому у них все блюда такие прям вот пряные, душистые. Кстати, шашлык приготовил он даже очень хорошо. Друзья, ну а пока вы увлекательно смотрите мой travel-влог, хотелось бы от души порекомендовать вам онлайн-бутик оригинальной парфюмерии Atelier. Я сам являюсь их клиентом, и на этот раз я приобрел вот такой вот популярный аромат от бренда Initio. В принципе, ребята продают то, что в рекламе абсолютно не нуждается, но хотелось бы обратить ваше внимание на ту колоссальную разницу в цене, которую предоставляет бутик Atelier по сравнению с сетевыми магазинами парфюма. Вот тут будет 2 скриншота, а выводы делайте сами. Лично я выбираю Atelier и экономлю свои деньги, получаю оригинальный 100% оригинал парфюм и при этом не переплачиваю. Оставлю ссылку в описании на их телеграм-канал. Обязательно переходите, подписывайтесь. Доставка действует по всей стране. Заказывайте для себя, ну или же на подарок для своих близких. Друзья, вот и наступил следующий день. Вчера была очень крутая поездка в пустыню, мне очень понравилось. Надеюсь, что на картинке будет смотреться тоже четко. Сейчас мы спустились в кофейню, которая расположена рядом с нашим отелем, чтобы получить заряд от кофе. Затем пойдем немного потренируемся в спортзале, который находится тоже в отеле. Не знаю, как у вас, но вот каждый раз, когда я выезжаю куда-то в поездку, я всегда с трудом слежу за своим питанием, за своей диетой. Хочется все попробовать, все покушать, там, да, побольше, короче. Я не знаю, напишите в комментариях, как вы питаетесь, когда находитесь в поездке. Ну, а сейчас мы выпьем эспрессо и пойдем тренироваться. Друзья, вот мы и пришли в спортзал, зарядились энергией кофе и теперь готовы провести хорошую тренировку.
Несмотря на то, что этот спортзал находится при отеле, он достаточно хороший. Здесь все есть необходимое, чтобы проводить отличные тренировки. Ну, а мы приступаем. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, so you can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth. Relax till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Ребята, вот такая вот тренировочка у нас получилась в понедельник. Как известно, понедельник должен быть тяжелый. Не знаю, тренировка была плотная, мне понравилось. Сейчас пойдем собираться и подумаем, куда выйти погулять. Left for a minute, I did not sweat it. Look at that cash just spinning. There I go, just a dog, bitch, I'm cut, no wedding. I keep it sandals, and do by tripping. So when you go, that's that Lionel Messi, yeah, let's get it. Look at me, habibi. Dubai chip, let's get it. В общем, зашли в магазин. Думаю взять себе футболочку, но, по-моему, моего размера нету. Хочу примерить эту. Сейчас посмотрим, как будет выглядеть. Футболка мне очень нравится, но она мне очень большая вообще. А моего размера, походу, нету. Вот так всегда бывает, когда тебе какая-то вещь понравилась, твоего размера, скорее всего, не будет. Big. Brother, big. Yeah, it's all big. Yeah, big. It's too long, yeah. What about this one? А black? M. А S? Brother, S? Black I have now. В общем, мне понравилось две футболки. И у той, и у этой нет моего размера. Подобрали мне вот такую вот футболку и кепку. К нам подошел старший менеджер, и он так профессионально отработал, что у меня не купить не остается просто шансов. Тем более в таком цвете футболки у меня нету. Покупаем. Я отдаю свой паспорт, чтобы они его отсканировали и отсканировали мой чек от покупки. И при вылете в аэропорту я получу кэшбэк 5% на tax-free. Все, меня с обновками. Идем дальше. Хотим зайти в одну сейчас бургерную, которую мне посоветовали. Называется Shake Shack. Почему мы уже второй раз заходим в бургерную? Потому что, друзья, мы в поездке. Когда, если не в поездке, кушать бургеры? Free cheese? Two. One. Truffle free? One. Окей. Так интересно, в заведении полная посадка. Еще люди заходят и забирают еду с собой на вынос. А на кухне работает всего 3 повара. Один человек отвечает за напитки, один на заготовках, приносит там соуса, картошку фри. И один на раздаче, и все. Так, я считаю, это очень маленькое количество людей из команды поваров, которые отвечают за такую посадку, за такой объем. Бразер. Muhammad, this is your order. Thank you. Thank you so much. Enjoy your food. Everything you need, you can get it. Окей. Okay? Просто посмотрите на эту красоту. За такой вот набор бургеров, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5 бургеров, 2 картошки фри и 1 напиток. У нас ушло 250 дирхам ровно. Ну что, давайте пробовать.
Пахнет все очень вкусно, на внешний вид нереально красиво. Прям вот как с картинки все. Это их фирменный бургер. Кстати, здесь не подают перчатки. Вот так вот он выглядит. Они маленькие. Давайте вот сравнению с моей ладонью, чтобы вы понимали. Я не знаю, вот видно, нет? Они очень маленькие. Смотри, пробуем. Булочка в точности такая же, как предыдущая бургерная, в которую мы заходили в самом начале. Котлета здесь вкуснее. И сам бургер тоже вкуснее. Ну вот, например, если сравнивать с той бургерной, то я бы пришел сюда. Вот в этом бургере чувствуется мясо. Друзья, вот тут стоят вот такие вот соуса. Вы можете подойти и набрать любой соус абсолютно бесплатно. Пробуем еще один бургер. Это их новинка. Это бургер с трюфелем. Вот эта бургерная реально топ. Посмотрите, тут лук в тонкой панировке, и он хрустящий. Также они добавили сюда руккола, и оно просто невероятно сочетается. Мясо такое прям жирненькое, как я люблю. Ну, по моему мнению, друзья, это топовая бургерная. Я считаю, что для меня это пока номер один. Очень вкусно. А на часах у нас сейчас 11 часов вечера, и в Дубай-моле яблоку негде упасть. Очень много людей, все так шумно. Сзади меня знаменитый вот этот водопад, у которого обязательно каждый турист должен сфоткаться. При выходе из Дубай-мола вот этот продавец мороженым заманил, идемте, говорит, я вас накормлю. Alin, Salin, welcome in Dubai Mall in Turkish ice cream. Please, which flavor you need, boss? Тут все обращаются на босс. Boss, which flavor? Микс. Mix, Mix. Welcome, that's Да. one. That's mix coming Куда for бы you. вы ни зашли, в магазин или же там элементарно This к mix. ларьку с мороженым, Мороженое ice cream, this Turkish Да. from Marash. Вам будут обращаться, Thank босс. you. Oh, Baba, this ice cream. Wow, ice cream. Oh, nice. Try. Oh, try. Ice cream. Wow, ice cream. Turkish one. Oh, la la. This one for you. Что это? он немного уже Ice cream, ice cream, два раза мне да. по печени ударил. Thank you, Habibi. Have a good day. Thank you. Thank you so much. Where's Thank- your ice cream? This is your ice cream, Baba. Oh, have a good day. Thank you so much. Oh, please try your ice cream, Baba. Все. Try your ice cream. Wow. Also, wow. Thank you, Baba. This is your ice cream. Хулиганить, спасибо Thank you, большое. Habibi. Hey, baby. Baby, как ее зовут? What is your name? Her name is Rasta. Lesta? Thanks. Thanks, man. Thank you. У нас наступил новый день. Сейчас на часах 4 часа дня. Градусов где-то 40-45. Достаточно душно, жарко.
мы воспользовались надземным метро. Кстати, очень комфортное надземное метро. Первый раз мне удалось вот побывать на надземном метро. Едем в район Blue Waters. Говорят, там очень красивый вид на колесо обозрения и много разных заведений. Yeah, I'm from Brazil. What? I'm from Nigeria. Nigeria? Okay. Good. Like, Russia, Dagestan. Dagestan, Russia. Russia? Russia. Very nice. Good. Nice to meet you. Thank you. Thank you. С нашего отеля до района Blue Waters, куда мы сейчас едем, если бы мы вызвали такси, у нас ушло бы 90-100 дирхам, а за 2 билетика на надземное метро туда и обратно мы отдали 28 дирхам. Остановочных станций довольно-таки много, и приобрести билет несложно, так как много русскоговорящих людей и многие из сотрудников метро тоже понимают русские слова. Так что, если у вас такой же английский, как у меня, весь такой же у вас уровень английского, то вы по-любому справитесь. This one? Хазбула, Хазбик, ну. Thank you. Thank you, my brother. Yes, you. Goodbye. Он увидел нас с камерой и начал нас снимать со стороны, заинтересовался. И как понял, что он попал в кадр, решил подписаться на наш канал, чтобы потом в дальнейшем посмотреть себя в нашем ролике. А мы его не добавим специально. Да, шучу, да добавим. За моей спиной сейчас находится вагон, в котором разрешено сидеть только женщинам. Это такая вумен-зона, мужчинам туда вход воспрещен. Также есть еще золотой вагон, что-то вроде бизнес-класса, там ехать покомфортнее. А мы находимся в общем вагончике, тут и женщины, и мужчины, и никакого там, не знаю, бизнес-класса я не вижу, но ехать тоже комфортно, достаточно, все чисто, аккуратно. Насчет метро я погорячился, нужно было все-таки брать голд-карту. Вот этот бизнес-вагончик. Особых таких отличий не вижу. Просто удобные сиденья и поменьше народу. Вот и все. Кстати, если мы сюда зайдем, нам сказали, что получим штраф. То же самое и касается женского вагончика. Если зайдете и вы не женщина, то получите штраф. Кстати, из-за особенностей этого метро тут нет машиниста. Приехали на локацию, которая называется GBR. Это Jumeirah Beach Residence. Blue Waters, он находится прям буквально в нескольких шагах от нас. То есть колесо обозрения у нас на ладони. Тут мальдивский белый песок. Очень красиво. Очень жарко. Мы устали немного с дороги и зашли охладиться в заведение. И наше внимание привлекло вот такое вот блюдо. Это новинка этого заведения. Заведение называется Buffalo Wild Wings. Интересное заведение. Тут про мясо. Вот такой вот нам буррито подали. Кости, я думаю, вот так легко вытаскиваются. Тут мясо, говядины, авокадо и разные соусы. В общем, это буррито мясной. Сейчас будем пробовать. Кстати, это первое, что мы сегодня едим. Бисмилля.
Буррито очень вкусное, много мяса, очень много мяса, разные соусы. Немного зелени здесь вижу. Ну, то есть это вкусно. Сейчас мы немного охладимся здесь под кондиционерами. И потом поснимаем, покажем вам пляж. Пришли на такую замечательную локацию. Тут большой поток желающих туристов, чтобы сфоткаться на вот таком красивом фоне, друзья. Правда ведь красиво? В общем, прогуливались мы по Дубай-молу и наткнулись на такое заведение. Тут формат, оплачиваешь 149 дирхам. И вот то, что тут на рельсах катается, все можешь кушать столько, сколько в тебя влезет. Мы очень голодные. В этом выпуске будет очень много, где мы кушаем, дегустируем. И вот мимо этого тоже не смогли пройти. Будем кушать. Я взял сашими, очень аппетитно выглядит. So let's. Формат интересный. Подача на рельсах тоже интересная. Не каждый день, например, встретишь такое заведение. Не в каждом городе есть такая подача. Сам продукт, сами роллы. Ну, на троечку. Зашел бы сюда второй раз? Точно нет. Самое вкусное. Туда ваниль, шоколад, чизкейк, клубника, карамель. Это пломбир. Тут такая вот станция с мороженым. Прежде чем выбрать мороженое, тебе дают его попробовать. Сегодня нас занесло в район, который называется Баньяс-сквер. Первое впечатление об этом районе, то, что он более какой-то бедный, чем центр Дубая, где мы вот гуляли. Тут преимущественно по улицам ходят темнокожие люди. И на этой улице очень много павильонов с разной техникой. И вот прям продавцы подходят к тебе и предлагают на улице зайти к ним и что-то приобрести. Сейчас прогуляемся, посмотрим, попробуем передать вам атмосферу Баньяс-сквер. Прогуливаясь по Баньяс-сквер, ты понимаешь, что тут все вперемешку от магазинов с техникой до продуктов, каких-то запчастей, одежды и вообще всякого разного. Просто и все это прям впритык друг с другом. Where are you from, brother? Nigeria. Nigeria? You? Russia, Dagestan. Ah, salam alaikum. Alaikum salam, brother. Yeah, So, good. Welcome to Dubai. Thank you, thank you. Есть люди, которые реагируют на нашу камеру и хотят попасть в кадр, не стесняются. В целом в Дубае доброжелательный народ. Я поспрашивал у местных продавцов, откуда они родом, и, судя по их ответам, я понял, что местные продавцы преимущественно пакистанцы.
Причем они немного знают русский язык, то есть наши какие-то рядовые слова, они могут как-то изъясняться на русском. Тут не так сложно для человека, который знает плохо английский, то есть для меня. Также, друзья, можно здесь торговаться просто до потери пульса. К примеру, вещь, которая стоит, условно говоря, 300 дирхам, вы можете торговаться до 150. На самом деле это реально. Просто стоите и торгуетесь. Касаемо техники, скажу, что тут очень много копий, реплики. То есть техника, за которую вы можете там торговаться и которая вам понравилась, не факт, что это оригинал. Поэтому уточняйте. Как правило, они признаются, говорят, да, это копия хорошего качества, и дальше пытаются вам ее втюхать. Махачкала, Каспийск. Махачкала, Дагестане. Да, ты был там? Чумаев. Чумаев чеченец. Чеченец? Да. Хабиб чеченец. Хабиб дагестанец. Дагестанец? Да. Ты откуда? Туркмен. Ты туркмен, да? Да. Машаллах. Все, Мухаммад зовут? Джума. Джума, очень приятно. Очень приятно. Все. Покидаем Банья-сквер и едем в район, который называется Аль-Фахиди. Это Олд Дубай, старый Дубай. Посмотрим на него. Что я скажу про Банья-сквер? Приехал бы я сюда за покупками? Я думаю, что нет. Потому что местные магазинчики и павильончики не внушают доверия. Я бы не хотел купить технику, в которой я не уверен. Поэтому приехать сюда просто посмотреть, чтобы поставить галочку, да, я был в этом районе, можно. Но что-то покупать я бы здесь не стал. А Лучше, этот, чем в России. Лучше, чем в России? Лучше, чем в России для россиян или лучше, чем в России для таджика? Для всех. Для всех? Да. Но это спорный момент. А этот, ты кем здесь работаешь? В роднике не работали. А как ты живешь? Так. Моменты бывают. Темы делаешь? Да. Понял. Как зовут? Усман. Усман, меня Мухаммад. Очень приятно, Усман. Что, снимаешь, что ли? Да. Хорошо, увидимся, Усман. Давай, брат, салам алейкум. টাইম ন আর কাঠ মাজিতে হতন আর 5:30 আর পার্টনার হাম করব আর পার্টনার বেড়াই মিলিও ও এনে লেডি বাইরে দেয় 7:30 বাইরে ঠিক আছে 5:30 অলরেডি 5:30 বাজে А она что тебе говорит? Вот и приехали. ويفكر ليه ده انا يا في كل حاجة فيا بتنادى ليه عالتالي واللي لا يا قلبي ولا اعمل ايه مش فاضي في باله اللي يا قلبي ويفكر ليه ده انا يا في كل حاجة فيا بتنادى ليه لو بس في عيني مرة بس هيحس أبدا شو ايدي لو بس في عيني مرة بس هيحس إني دايبة فيه لو قال لي تعالي الوداع أنا رحلة أوقات ما أقولش لا لو بس في عيني مرة بس هيحس أبدا شو ايدي لو بس في عيني مرة بس هيحس إني دايبة فيه لو قال لي تعالي الوداع أنا رحلة أوقات ما أقولش لا You are from Brazil? India. India? Yes. Shakru Khan. Your name? Me. Куда я попал? Thank you. Thank you, my brother. Thank you. Brother, please. تعال قيس صلح له مع عمود شدهم
Thank you. You're welcome. Jazakallah الله khairan. يجزاك الخير حبيبي. You need the picture? Photo? Photo me? Да. Thank you. You're welcome. Посетив локацию Old Dubai, первое впечатление, которое у меня сложилось, это как будто бы этот город построили недавно. Такой город, декоративный город. Специальная такая локация, чтобы люди приходили и делали контент, или же какой-то можно здесь фильм снять, фрагмент там, я не знаю. Но вот все это как будто как-то искусственно было сделано, а не от старины осталось. Хотя, может быть, у меня такое впечатление, потому что здесь очень много туристов, там каких-то новшеств, видеокамеры на каждом шагу. И знаете, каждая улица похожа друг на друга, каждая постройка похожа друг на друга. Тут много дерева, много глиняных вот таких зданий, построек. В целом локация прикольная, ее можно посетить. Обязательно советую вам одевать удобную обувь, потому что вы будете много ходить, много смотреть. И если у вас будет неудобная обувь, то ваша прогулка, ваше такое путешествие будет максимально дискомфортным. Поэтому одевайте обувь, в которой вам будет комфортно много ходить. В целом хотелось бы поделиться своим впечатлением о Дубае. Дубай очень динамичный. Дубай — это на самом деле, не зря говорят, это город будущего. Тут много всего интересного. Тут большие, огромные постройки. Самый большой торговый центр в мире. Самое большое здание в мире, высокое. В общем, есть на что посмотреть. Дубай очень чистый, безопасный и очень дорогой. Чтобы выйти просто в город, это значит, уже вы попали на 1010, потому что выпить кофе и слегка перекусить, ну, это минимум 10 тысяч, там еще, если вы на такси поедете куда-нибудь до нужной вам локации. Если вы имеете в своем городе небольшой бизнес и чувствуете себя комфортно, можете себе позволить многое, то, приезжая в Дубай, вы может получиться так, что вы почувствуете себя очень финансово бедным человеком, потому что разница будет, я думаю, колоссальная, без разницы, где вы живете. Приезжать в Дубай летом, я думаю, это не самая лучшая идея, тем более, если вы плохо переносите жаркий климат. В Дубае очень легко заболеть, так как высокий контраст температуры на улице или же в помещениях, в машине, в метро. У них кондиционеры работают просто на максимум. Может быть, они привыкли и у них есть на это иммунитет, но для туристов это большая угроза заболеть. Если вы первый раз приезжаете в город Дубай, то я бы вам посоветовал взять какую-нибудь путевку у хорошего турагентства. Ну, во-первых, потому что это выгодно. Во-вторых, меньше риска того, что вас тут кто-то обманет, если у турагентства есть сопровождение гида. Кстати, очень классно воспользоваться услугами гида, когда человек вам говорит и рассказывает о достопримечательностях, отвозит и показывает локации. Я думаю, что таким образом от вашей поездки, от вашего путешествия вы возьмете максимум. Ну а если вдруг вы купите просто билет и прилетите в этот город на ура, то, как выражаются у нас в России, вы здесь будете как ежик в тумане. Ну а на вопрос, остался бы я здесь жить, в этом городе, в этой стране, отвечу так: чем старше я становлюсь, тем я больше понимаю, насколько крутая страна Россия, насколько мне там нравится, мне комфортно, это родина. И трудно бывает сравнить какую-то другую страну со своей родиной. Поэтому отвечу, что нет, в Дубае я бы не жил. А приехать отдохнуть можно. Друзья, это был мой первый travel-влог. Я надеюсь, он вам понравился. Очень вас прошу поставить лайк на это видео
и поделиться своими комментариями, что вам понравилось, что вам не понравилось, было ли вам интересно смотреть мой travel-влог. И прошу меня, пожалуйста, строго не судить, так как это мой первый travel-влог. На самом деле, когда мы смотрим какой-то travel-влог, по крайней мере, я когда смотрел, у меня складывалось впечатление, что это, в принципе, не сложно. А когда уже столкнулся, мы приехали сюда, и мы поняли, что travel-влог снимать не так просто. И дальше буду я снимать в таком формате, зависит от вашей активности. Если это видео будет активно набирать просмотры, то, скорее всего, друзья, в скором времени выйдет второй выпуск travel-влога. И какая будет страна, какой будет город, мы с вами уже потом и узнаем. Друзья, а на этой замечательной ноте наш выпуск подходит к концу. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. С вами был я, Мухаммад Муртузалиев. До новых встреч. Или, как говорят в Дубае, иля лика. Ассаламу алейкум.